Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Вернувшийся миссионер». Сегодня у нас в гостях Эми Барнетт. Привет, Эми. Привет. Мы очень рады, что она согласилась принять участие в нашем подкасте. Она приехала к нам из Аризоны. Из Юты. Из Юты. Ты сейчас в Юте живешь? Я живу. Окей. Ну, сейчас тогда мы познакомимся. Здесь, на этом подкасте, мы говорим о миссионерской работе. Мы говорим о том, как люди принимают решение ехать на миссию, почему. Okay. И очень интересно узнать о чудесах, которые происходят на миссии, потому что мы верим, что миссионеры, они призваны Богом служить и искать людей, которых Бог подготовил, но в том числе их рукополагает человек, который имеет власть от Бога, да, и который делегировал ему пророк, чтобы они шли и проповедовали Евангелие людям. То есть это не просто как бы молодые люди и молодые девушки, которые идут проповедовать, это люди, имеющие власть от Бога это делать. И вот очень хотелось бы услышать твою историю, как ты приняла решение поехать на миссию, и, может быть, немножечко о тебе, что привело тебя к решению поехать на миссию, и как вообще твоя миссия потом раскрыла тебя. И моя миссия, это было и в Финляндии, и в Ленинграде того времени. Где начать? Моя жена говорит, не знаешь, с чего начать, начни с конца. Окей, значит. Да, я вырос в Аризоне, как сказали, и почему-то наш директор школы, он решил преподавать русский язык. А я решила, все вокруг меня по-испански говорят, давайте я по-русски. 4 года этим занималась. Я случайно опять съездила в 85 году в Советский Союз в то время, Ленинград, Москву и в Киев. Студентом была. А я думала, ой, как хорошо я говорю по-русски. Я смогла бы, да, здравствуйте, и все. На самом деле. А потом я выступила в университет Бригама Янга, решила тоже заниматься русским языком, но почему бы нет? Я уже 4 года занималась в школе. И ничего особенного, это было в 86 году, когда я вступила. Когда я родился. Вот Спасибо. И я даже не думала о миссии. Я была бою, я не хотела, мне страшно было даже думать о том, как поделиться свое свидетельство и как говорить с другими людьми о Евангелии. Я вообще не хотела. Я верила, я верующий. Я была бою даже, все вокруг верующий. Но я занималась русским языком, как сказала. Не было миссии в России, поэтому я смогла бы не думать о том, что я могу ехать туда, на миссию. Вот так просто. В 1989 году я вступила на курс на 3 месяца в Ленинградском университете. Жила, работала, я единственная мормона была. И я нашла людей, которые не хотели особенно пить много. Может быть, чашку чая или кофе, и мы сидели где-то спокойно. И они все знали, что я из Бригама Янга. Поэтому это как бы немножко началось для меня говорить о моей вере. А почему бы вы это не занимаетесь? Почему вы это не это? Короче, я думала, может быть, не так сложно. Я же в России. А сколько тебе было лет? Мне было 18, 19. Нет, I don't know. Ну, примерно. Примерно, 20, скажем. 20, а потом в следующем году мне 21. Я вообще не хотела исполниться 20, не хотела служить на миссию. И мой двоюродный брат, он служил в Финляндии. И мы переписывались. И он говорит, знаете, что есть какая-то секция R, буква R, здесь в Хельсинки. Я говорю, что такое Russian section, section R? И я спросила, и он знал, что я занималась русским языком. И он говорит, да, они встречают там русские в Хельсинки на поезда. Они когда придут, то на самом деле интересно. Но мне уже 21 уже прошло, я не могу служить на миссии, уже 21 исполнилось, и все. То есть ты слышала о том, я что слышала о том. Они начали встречать поезда? Да, это было после того, как я
И дарить Это было книгу так. Мормона. И что-то работало, что-то началось. И я решила пойти в храм в Прово. И я только сидела на скамейку, да? Блин, я еду на миссию. Я даже думала, все, чувство было так, что все, я еду на миссию. Я сидела на скамейку храма Прово напротив миссионерской школы обучения. Школа подготовки миссионеров. Подготовки миссионеров, да. И я сидела и начала плакать. И я даже... Почему-то фотоаппарат был с собой. В то время был фотоаппарат, а не селфон, да. А я снимала фотографию. Себя. Селфи того времени, когда не было даже селфи. По-русски знаешь, как селфи? Как? Себяшка. Там говорят селфи. Короче. Но мы не используем. И это было начало этого учебного года, в 1989 году. А я быстро все делала. Сдала все мои бумажки, все, потому что я не хотела думать о том, потому что я бы начала нервничать или уговорить себя, что я сама придумала. Ой, что такое? То есть для того, чтобы тебе поехать на миссию, нужно прийти в Центр подготовки миссионеров и просто там посидеть, посмотреть на них. И вдруг пришло желание. Не знаю, потому что я была там даже не в храме, потому что я не прошла пока через храм. Я просто сидела там, это было красивое место, на холме, и все видно было, горы и так далее. Короче, я все сдала, все. И кажется, моя подружка, мы оба занимались русским языком, и она тоже сдала, а я не была в курсе, я не знала. Я получила во время обучения Достоевского, это был Достоевский и Толстой, я не помню, предмет от президента Браунинг. Того времени был профессор Браунинг. И говорят, что вы получили призвание, вы хотите открыть во время урока. Все, открыла Финляндию. Хорошо, замечательно. Он же тоже служил в Финляндии, вот президент Браунинг. И моя тетя, она финка из Оулу. Поэтому, в принципе, в Финляндии было мне классно. Я хотела заниматься финским языком и так далее. А даже не думала о том, что, возможно, будет ехать в Россию. Того было вообще даже смысл. Ну да, закрыто было. Да, вообще закрыто. Хотя я была слухи от моего двоюродного брата. Говорит, что нет, они встречают с книгами мормонами. Там на вокзале. Да. И, ну все, я вступила в миссионерской школе. У нас было некоторых, которые говорят по-русски. Но мы не думали, мы занимались финским языком. Так и все. Хотя были... Что, как вы думаете? Нет. И даже нам сказали, нельзя говорить о том. Вы едете в Финляндию. И все. Это было... Ну, я вступила в апреле месяца 90-м году. И Финляндия попала. А какой был твой первый город в Финляндии? Город Да. Хельсинки. Ты в Хельсинки начала? Да, и в Хельсинки я тогда тоже работала, жила в Эспо и Хага. О, я тоже начал в Эспо. Да. Это было для меня чудо. Мне так понравилось заниматься финским языком, потому что я уже знала, как заниматься... То есть после Изучать. Да, изучать на самом деле. Я поняла падеже, я поняла склонение, я это все поняла. Потому что начиная с русским языком, когда в средней школе было, вообще это было что такое? Эй, должно быть еще и должно быть еще... Это для американец, это вообще непонятно. Короче, в Финляндии было сложно. И жить здесь... Здесь был Запад. Здесь Запад. На самом деле мы в Финляндии сейчас. Да. И все есть. Все хорошо. Но работать с людьми, преподавать Евангелию было очень сложно. Мы просто по талу урезали. Вы стучались по дверям? Стучались по дверям. Мы изучали финским языком утром. Сколько часов, не помню, 2 часа. И все. Это было в Финляндии, и мы здесь служили. А я помню, моя... Патриархальное благословение. Патриархальное. I can't say it, sorry. Патриархальное. Да, благословение. И там сказали, что
Надо было перевести сначала. You will see many come to the waters of baptism. Я думаю, что же, я же в Финляндии поеду. Что это такое? Они придут, а потом скажут «до свидания». И все. Спасибо, но не хочу. Эй, китос. Да, китос. Эй, кино-что. Но мне очень понравилось в Финляндии жить и служить. У нас были хорошие миссионеры, члены церкви очень крепкие, и мало всего учили. Мало людей. Мало людей. Моя подруга она тоже получила призвание в Финляндию. Она съездила в Копию, Миккеле и другие места. Мы вообще вместе не были. Но вдруг она попала ближе к Хельсинки. И президент нашей миссии говорит, что есть человек из Питера, в Ленинграде так в то время. И он какой-то врач, я не помню его зовут. Но Андрей? Нет, не Андрей Симонов. Другой. Это другой. Не помню, как его зовут. Мы встретились там лет споку и преподавали, что мы смогли из финского. Потому что у нас были уроки только на финском языке. А он на финском говорил? Нет, а мы перевели. Нет, у нас был английский. Английский уроки были того времени, да. И вы переводили с английского на русский. Да. И тогда он крестился. Нет, он здесь крестился. Некоторые крестились, даже здесь. Это уже в 90-м году это было летом. У меня еще было Finland Mission, и все, финские миссии, и все. А потом летом я получила новое призвание. Президент Браунинг, который был профессор Браунинг в BYU, он был твой профессор, то есть он тебе преподавал русский язык. Русский язык, да. Он получил призвание в Finland Helsinki East. И мы думали, что поедем. Я получил изменения, там новое письмо. Вы сейчас будете в Finland Helsinki East Mission. Еще месяц-два, месяц-три, а я служил еще в Финляндии. Кажется, что им надо было много всего делать, чтобы организовать церковь в Советском Союзе. Были еще процессы, надо было пройти, надо было официально зарегистрироваться. Да. Это был процесс. Короче, мы в конце концов переехали в миссии в октябре, почти в то же самое время. Было 15-16 октября, когда вы едете в Ленинград, все. Вы будете Хайди Моффет на месяц. И Стефани Канди. Это тот Хайди, который с Берт Довером служил. То есть это твоя подруга, с которой ты... другая. That's later. She comes later. Другая потом приехала. Она пока еще осталась, да. Их очень хорошо говорят по-фински. Лучше меня намного. Я тогда вдруг попала в Ленинграде. У нас это было я, а может быть еще кто-то из Финляндии, не помню. Там некоторых миссионеров, Мэтт Малович, Дэйв Робинс, потом некоторые пришли через неделю из MTC, Stephanie Condi, all these names I can't remember, sorry, Stephanie Carpenter. Это было все. Это было 6 из нас. 6 миссионеров. То есть 4 старейшины и 2 сестры. Потом еще 2 сестры. То есть ты начала в Финляндии и служила там сколько месяцев? 8 месяцев. И все время это, наверное, включая МТС. Я была в Хельсинки в апреле месяце по октября. Окей. И потом ты поехала сразу в Санкт-Петербург. В Ленинград еще тогда. Хотя Ленинград был, но все говорят Питер. Всегда говорили. Всегда Питер. Что такое Питер? Мы из Питера. Окей. Да, это было того времени, это было еще талоны. Талоны. Беднота, люди... И мы стали в очереди. Сгущенки, что такое? Это же я не знаю, что такое. Мы стали в очереди, ждали, что там впереди, не знаю. Мы тоже так делали, как миссионеры. То есть вы не знали, что за очередь, просто вставали? Да? И, кстати, в очереди, наверное, начинали разговаривать с людьми о Евангелии, нет? Да, наверное, да. Потому что я уже смогла говорить по-русски. Я вступила не как Грини, как зеленый, да, который надо было учить еще, поэтому нам повезло. Почти все из нас
нас смогли. Вот понемножку говори по-русски. А в каком районе вы начинали? Я помню, где я жила. Я жила в Купчино. Купчино. Это было со Стефани Карпентер. И когда моя подруга Эйлин Мurray, она приехала из Микелы, из Копиос, да, я не помню, from those places. Sorry, много разных языках. Мы жили в Василеостровском острове. На Васильском острове. Да. Но у нас было сначала один приход всего, а потом разделились. То есть ты приехала, когда в Санкт-Петербург, там уже были члены церкви? Были члены церкви. Там были... Семеновы, они там и в Выборге. Они ездили, да, туда-сюда? Ездили. У нас, конечно, были Теребенины. Они были очень крепкие, очень сильные люди, которые нам помогли с самого начала. Никитичева Ирина. У нее 5 детей. Да, очень хорошо. Мы с ее детьми очень хорошие друзья. Замечательно. Мы их преподавали. Я просто помню, как вы говорите о миссионерской деятельности. Деятельности. Когда мы были у нее в гостях, мы должны преподавать еще продолжение уроков. После крещения были 6 разных еще, я даже не знаю, как они называются. Беседы. После крещения. Но мне кажется, что у нее было, наверное, 2 или 3 разных видов работы. Она постоянно работала. Но она уже тогда была одинокая, да, наверное? У нее не было мужа. Муж жил, еще жив, но она одинокая, в принципе, была. Она все делала. И дети были маленькие. Марина вообще сидела на коленах, и она вообще маленькая была. Она приглашала нам на обед. Все сели, там было всего 4 сосиски, а нам наш 2 по 2 дали. Она ничего не ела. Кроме, может быть, это, как называется там, гречная. Гречневая каша. Да. Гречка. И все. А мы так, мы должны дать ей кое-что. Одно из нас. Это неправильно. А я был со Стефани Карпентер в то время, и мы думали, вы знаете, она делает это от радости. И она должна служить тоже. Но у нас это было трудно, потому что у нас были деньги. Мы смогли там переюзка, купить на валюту. Мы смогли в гостинице ходить и найти сыр, ветчину. И она дала то, что было. И мы знаем, как это было сложно. Но она такая крепкая женщина. И мы даже встретились много раз после того, как я служила на миссии. В Америке, и в разных странах, и так далее, и в России. И до сих пор она такая сильная, крепкая член церкви. Но это было сложно для миссионеров, потому что мы тоже коробки из Америки получили. Там был посылки, да. И даже посольство нам помогли с талонами, потому что мы не смогли, как миссионеры, у нас были визы туристические. И талоны нам нужно было на все, на сахар, на все. Поэтому они нам дали их из посольства. Нам помогли. И тоже член церкви тоже. Если было личного что-то, масло, они нам дали их талон, что мы смогли купить это. Это было интересное время. У меня есть некоторых талон. Осталось у меня как на память. Да, потому что невероятное время. Члены церкви были просто удивительны. И нам помогли в первую очередь. Миссионерами это было интересно. Наконец-то я нашла тех людей, которые хотели креститься. Не то что мы пришли на первый раз на собрание воскресное. Говорит, вы мне скажете, как я могу креститься? А вы знаете, у нас есть эти беседы. Мы должны с вами еще встретиться, еще обсуждать вопрос. Давай, хочу. А потом, когда я могу креститься? Мы просто думали, потом большинство из нас были из Финляндии. Мы знали разницу, большая разница. И конечно, были новенькие, которые пришли из Америки, зелененькие, которые вообще, как здорово, все хотят креститься. Это было очень трогательно, когда мы, наконец-то, люди хотели нас слышать. Мы не смогли стучать по дверям, наконец-то. Это было просто вообще... Патриархальное благословение вдруг начало оживать, да? И люди пришли. Да, это было... Может быть, не совсем красивый бассейн,
А что делать? Сейчас фотографии, Там наверное, была сейчас... баня после того, смогли Теплая согреться. вода. Да. Нет, вода не была Не было теплая. теплой? Нет. No. К счастью, мне не пришлось тоже войти под воду. Но миссионер, то есть старейшины, да. Да. То есть ты видела, еще застала то время, когда люди прям сами приходили, и, получается, наверное, первые члены церкви, они были настолько вдохновлены Евангелием, что они сами проповедовали Евангелие, рассказывали своим друзьям. Или откуда эти люди брались? Вот у нас было больше слушателей на причастное собрание, чем члены церкви на собрании. Плюс к этому у нас миссионеры. Просто люди слышали, они сказали, то есть они рассказывали, вау, мне здесь вот эта церковь американцы, наверное, вот смотрят на нас, и что такое. Но, к счастью, у нас были очень крепкие люди сначала. Я забыла, как его зовут. Он стал президентом миссии. Вячеслав Ефимов. Просто такой великолепный человек. И жена его. Как он был член партии, он был такой. И даже коммунист. Вообще сильный. И он как медвежок, могу сказать. Потому что такой огромный, такой сильный, такой коммунист. И когда он преподавал какой-то урок, просто от сердца, это было для нас всех, это было очень трогательно. И, конечно, он стал президентом миссии, потому что он на самом деле такой человек. У нас было много. Миша Сорокин. Вы знаете Мишу? Миша Сорокин, он из членов церкви, который смогли говорить по-английски. И для начала было очень важно. Много миссионеров не смогли говорить по-русски хорошо. Мы должны преподавать уроки. Сначала не было даже... было, может быть, трое, которые смогли хоть вести урок правильно. Женское помощи, или как сейчас называется? Женское общество. Общество милосердия. Общество милосердия. В то время было женское общество помощи. У нас была книжка такая мятная, такая с гимнами. Да. Которые вообще сейчас по-другому. Черно-белая такая напечатанная. Да, у меня есть еще, осталось. Но когда я сказала, что я была на приходе русскоговорящих в Солт-Лейк-Сити, там книжка гимнов, а вообще их не знаю. Для меня это первый раз. Потому что даже те, которые были на миссию, они другие. Другие, да. Это классно. Я люблю петь по-русски очень. И это дает мне такое вдохновение и такое ощущение спокойствия и мира. Это очень важно мне. Я помню, мои родители, когда начали изучать Евангелие, с миссионерами встречаться, они ходили на... Мне кажется, что это как бы семинария была, потому что они называли это семинария, и им там давали такие бумажные деньги, то есть миссионеры печатали деньги такие, доллары или что-то, я не знаю, и нужно было выполнять какие-то задания, и они давали им эти доллары, или деньги. Что-то купить, что-то с этими. Да, и потом они могли на эти доллары купить что-то. То есть миссионеры покупали какие-то... Подарки. Да, подарки. Наверное, березки. Не знаю, что-то недоступное. Да, что-то недоступное. То есть как вот ты изучал Священное Писание, там что-то проходил, какой-то курс, получал вот эти вот интересно. деньги. Это хорошая идея. Да, это очень... Вы ничего такого подобного не делали? Мы не началось, к сожалению. А мы преподавали, конечно, английский урок, английский язык. И это было, конечно, очень популярно. Много хотели просто общаться, потому что можно на английском языке. Некоторых именно через этого пришли к церкви, поэтому не могу сказать ничего против. Да. Тоже так. Да, все методы хороши, если у тебя хорошие желания, да, принести людям Евангелие, то неважно, почему люди приходят, главное, почему они остаются. И мы не знаем, что происходит через 10 лет. Да. Кто знает. Здорово. Хотел спросить про членов церкви и про первых членов церкви. Я вот сейчас... У меня очень интересная история церкви, и многие люди, которые были очень сильными в Евангелии, когда Джозеф Смит восстановил церковь,
Оливер Каудери, Мартин Харрис, Да, Дэвид не то, что Уитмер. сильно, но они видели даже Видели листы, да? да. То есть практически все свидетели книги Мормона, которые видели, которые подписались, что они видели книгу Мормона, несмотря на то, что они не отказались от своего свидетельства, да, они все же как бы отошли. Да. И в истории церкви в России, мне кажется, такая же история. Такая же. Да. К счастью, у меня возможность была часто съездить обратно в Россию. И видеть собственными глазами тех людей, которые были такие солидные, такие крепкие и верующие, сказать, нет, мы просто как-то священство не слышит нас. Священство говорит, как бы общее слово тех людей, которые мужчины. А я говорю, вы же был президент женской, общество милосердия. Да, как вы можете сейчас, стало сложнее, стало с мужем или стало что-то с этим. И она нашла вот какой-то предмет, это было, потому что их не слышит меня больше. Она никогда не отказалась от того, что она верила. Она очень крепкая. И даже мы молились, когда мы были вместе перед едой и так далее. Это было просто легче. Она сначала была очень крепкая, очень вообще пионер. И я не могу судить вообще, потому что я даже не представляю. Я была в некоторых случаях, где я единственная мормонка была. В такой. Как сказала, когда я была студентом в Ленинграде, 130 людей, и я одна. Спасибо, я не пью. И спасибо, я это самое. Вы избивают, да, это я. И мне не стыдно было, а я смогла бы обсудить этот вопрос и так далее. Но я поняла, что это сложно, когда все вокруг, и иногда это просто легче. Верить, да, но есть законы, есть правила. Вы же крестились, вы же сказали, договорились, все, я за. Не знаю, но это печально, потому что я была и сначала, а потом в течение 30 лет я много раз ездила в Россию. Много раз было на приходе и так далее. Некоторых там осталось. И это приятно очень. Ну что тебя держит в церкви? Почему ты... Знаете, это сложно мне, поскольку я не замужем. И может быть, из-за этого мне на некоторое время даже не хотела в храме поступить. Хотя у меня была рекомендация. Но это как бы все связано. И я рада, что у меня есть родители, которые для них это было важно. И я думаю, что когда мне было сложно или слабо, я смогла я смогла не использовать, но держаться на их вере. Да. А поскольку я много путешествую, и я часто единственный человек, который не пьет или старается не вступить как других вокруг меня, это может быть продолжение миссионерского действия, но неофициально. И я не чувствую себя как миссионер. Я даже сказала, вы знаете, есть книга Мормона, если вы хотите. Но просто примером. В многих случаях я работала с русскоговорящими командами и в Солт-Лейк-Сити, и в Ванкувере. Что самый любимый подарок из России – водку. Коньяк из Армении, да? Или самое... всегда было какое-то... Что-то с алкоголем было. Но именно такая, я решила, все. Несмотря на то, что ты работал в Олимпийском комитете. Да. Да? То есть... подарки. Спортсмены. То есть люди, которые вроде как не должны употреблять. Я не спортсменами работала, я работала с командой, с организацией. с этими, как называется? Тренерами. Они вообще разные люди. Но я смогла принимать от чистого сердца, говорить, что спасибо за подарок. Это было... Но они знали, что я не пью потом. Мы были как-то на обеде где-то, а я не пью. Они стеснялись, говорят, ой, извините, мы вам дали коньяк или что-то. Но от них это было искренне, это было подарок, надо же принимать. А они были на
шкаф вот красивая. Все мои бутылки. И все мои друзья, что вы не пьете это? Ой, так красиво. Ну, как смотрится, видите, как свет. Прям через так красиво. И в конце, наверное, они брали вот от меня. Надо было кидать, ну, что делать. Ну, это была очень хорошая возможность для меня тоже быть примером. Хотя спортсмены все равно пьют, курят и так далее. Неважно, к сожалению. Но вот это было... Такой ситуации мне так понравилось, потому что я была опять единственной, одной из тех, который была примером, была мормоном. Они все знали, что я мормонка или как. Все знали вокруг меня. Но я тоже не сказала, ой, вы пьете, что ли? А я вот так не была. Спасибо. Хороший совет. Знать разницу между водочку и водичку. Но я делала ошибку. Это плохая ошибка. Сейчас я знаю разницу. Водички мне, пожалуйста, или водочки? Да, важно. Ударение. Да. Скажи, пожалуйста, вот на миссии, когда молодые ребята едут на миссию, ну, девушки были тогда старше, да, получается, тебе уже было где-то 21-22. 22 было. То есть ты уже более зрелая такая была, знала русский язык. Что касается Евангелия, было ли у тебя свидетельство о книге Мормона, о том, что она истина уже тогда? До того, как я служила на миссию? Да, до того, как ты поехала на миссию. Я думала, было. Я была на семинарии, я читала, у меня было очень много разных цветов, написано удаление, выделяла. Underlined, right? И для меня это не было так сложно. Я просто служить на миссию было одно дело, совершенно другое, потому что это было страшно говорить с людьми. Я думаю, что потому что это было на русском языке, мне даже легче было. Потому что я смогла как актером или что. Хорошо, сейчас будем говорить об Евангелии, вы знаете, как это хорошо и как здорово, да-да-да. А если по-английски, мне сложнее обсуждать этот вопрос. Когда BYU, это было легче учить, но не было возможности преподавать. Почти все верующие в BYU, моих друзей и так далее. Это было только, когда я в Россию поехала, когда я началось... И в Финляндию. Знать, как поделиться свидетельством, как искренне услышать, слушать. It's a weird word. Слушать. Да, другие, чтобы знать точно, что важно им и как им помочь. И знать русской культуры, это было очень важно. Я же занималась и литературой, и музыкой, и я смогла хоть начать говорить и петь или что-то. И это очень помогло мне в России особенно. В Финляндии было просто хоть говори со мной, пожалуйста. Просто давай разговариваем на любом теле, на свет или на растение или что-то, потому что люди были довольны. Довольными, все есть. Зачем меня искать что-то другого? Хотя члены церкви в Финляндии были очень такие крепкие, какие очень добрые люди. Когда я служила в Финляндии, мне повезло было даже с ним встретиться и принимать сауну даже. Вот такой вопрос. Как ты думаешь, сейчас вот ситуация очень сильно поменялась, и в России в том числе, и во многих других восточноевропейских странах, да? Люди стали более богатыми, у них есть, в принципе, все, что им нужно. Как ты думаешь, нужно людям Евангелие только тогда, когда у них все плохо, или все же они могут принимать Евангелие сейчас, вот, даже когда у них есть уже все, что им нужно? Но я знаю много богатых мормонов. Поэтому, но, может быть, они которые принимали сейчас уже, будучи богатыми. Или они просто от родителей я поняла. Евангелие принимали? Ну, мое мнение такое, что даже у богатых людей есть проблема. А есть такой сериал «Богатые тоже плачут». Плачут. Есть сериал.
Это не Simplemente Мария, который тоже служит, какой-то в России был, какие-то испанских Да, я не помню, из какой страны, по-моему, американский. богатый тоже. Санта-Барбара. Санта-Барбара это американский, это точно. Короче... А «Богатый тоже плачет», по-моему, он какой-то Аргентина или Бразилия. Да, было что-то. Но они плачут побольше и очень эмоционально платят. Ну, да, это... Я не богатый человек. Я работаю, чтобы я могу путешествовать, и работаю. Я люблю свою работу. Но поскольку нет семьи, я могу помочь другим побольше. И для меня это хорошо. Мне кажется, что в Юте я вижу, что да, иногда есть проблемы с этими богатыми людьми, членами церкви, потому что все смотрят на них. Некоторых очень добрых, а в Норвегию, например, или в других местах, где есть люди, которые даже им не интересно, может быть, даже слушать миссионерными беседами. Для тех людей, может быть, им нужно, чтобы что-то очень плохо случилось. Глубоко в сердцах что-то. Я не знаю. Для того, чтобы человек смирился, да, чтобы он нашел в себе вот это вот смирение. То есть ты на миссии, была практически половина миссии в Финляндии, половину в России. И в Финляндии, как я понял, действительно было очень трудно, потому что людям было не очень интересно. В России было наоборот. Хотя здесь было легче жить. Все было в руках, что было в магазинах, все было, что жить было легче. Не нужно было в талоны стоять в очереди. Да, как сказала, мы смогли в Березке, у нас валюта была. Мы смогли там, в Березке, наверное, больше не существует. Даже давно. А теперь азбука вкуса. Хотя это было в гостинице большой, где мы смогли войти. Я смогла использовать даже туалеты, мы знали, где самые лучшие чистые туалеты были в гостиницах. А мы же американские, мы же английскоговорящие, мы смогли войти и использовать как на улице. Не было таких местах на улице. Это же того время вообще около вокзала. Мне кажется, первый общественный туалет принес Макдональдс в Россию. И мы часто... Да, Макдональдс открылась в Москве. У нас была Zone Conference. Конференция Зон. Да, на Рождество. То есть вы ездили в Москву? Мы ездили в Москву, потому что президент Браунинг это было или в Москве, или в Питере, или в Таллин, или в Хельсинки. Он один раз в месяц был у нас. Что вы путешествовали часто? Он путешествовал, каждую неделю был в другой стране. То есть ты, получается, все равно была прикреплена к Ленинграду, Санкт-Петербургу, но при этом ездила и в другие города. Он, да. Мы нет. Вы нет. Он только. К нам пришли на неделю или на 3 дня, а потом съездили в Москву, а потом в Финляндию, а потом в Таллин. То есть у вас конференции зоны были все равно в Питере? У нас не было президента в нашем городе 3 недели. То есть каждые 3 недели он приезжал. Just had zone leaders и так далее. И нам пришлось как-то быть хорошими миссионерами постоянно. Да, учиться. Без руководства. Это, кстати, на миссии очень здорово, когда ты учишься жить не только самостоятельной жизнью, но ты еще должен действительно иметь крепкое свидетельство о Евангелии, потому что тебе нужно людям рассказывать об этом. Вот. И нам пришлось даже преподавать во время воскресной школы, или не было пока много членов церкви, которые смогли, они не смогли преподавать пока. Хотя некоторых, он крестился, на следующий день он преподавал. Были такие люди, крепкие, сильные люди, которые вообще мы удивились. И без них мы не смогли ничего не делать. Точно. Ты чувствовала, что Бог готовит этих людей к принятию Евангелия? Безусловно. Может быть, не то время, когда они слышат, то есть когда они встречаются с миссионерами. Они были спустя задолго до этого. Несколько лет, кто знает. У меня такой опыт, потому что я была в России на миссии в 91 году. Потом сразу я вернулась почти каждые 2-3 года. Или на долгое время, или на неделю. И я видела изменения и в России, и в членами церкви, потому что я постоянно была в гостях или просто на собрании.
И это было вот одно из самых печальных вещей, это было, когда я был. А где вот эти, где они? Да, они не ходят. Они разделили, им не нравилось встретить там музыкальную школу. Они хотели, а президент прихода говорит, что нет, вам нужно в этом приходе. А нет, разделили. Да. Приходы начали делить. Представляете, что в Ленинграде был один приход. Сколько там? 5 миллионов людей. Да. И один приход. Потом разделили на 2. И на 2 вот эти люди, значит, они как изменение было сложно. Да. Они уже изменили свою жизнь, да, и принимали Евангелие и так далее, крещение. А я думаю, что у миссионеров было меньше сочувствия, чем должно быть. Они должны были больше понять, что это было очень сложно. Они изменили свою жизнь вообще. Конечно, бабушка, когда взяли их за руками, да, и за руку, да, и крестились сначала в православной церкви. Хорошо. Но я так рада, что были такие бабушки, которые хоть говорили о Боге. Это было в 80-х годах. Да? Они, вот эти люди, они знали, что что-то должно быть там. И я очень благодарна за тех, которые хоть для нас, люди, когда я обсуждала эти вопросы, как там Россия работает в Советском Союзе, никого не верит в Богу, да? Это совершенно другое дело. Много верят в Богу. Они просто не смогли сказать другим, что они верят в Богу, или что это так сильно. А когда мы пришли, это было время открытия, да, и много там разных конфессий, а мы же секты были в то время. Но люди хотели, наконец-то они смогли не только в каком-то комнате маленькой, все закрытия, занавес и так далее, но даже открыто, теперь открыто могли свою религию поставить. Это вообще было новое дело для них. И многих из тех были еще коммунистов. Это было такое время, которые, они же потеряли работу, если они не были членами партии. Это, у нас, например, арендовали какой-то коммунистический зал, и нам нужно было снять портрет Ленина, стал на пол во время причастного собрания и вернуть его. Но мы не смогли принимать причастие, когда Ленин там смотрел и на нас. И там были вот эти красные, да здравствуй, партия, да здравствуй, все. И это просто было для нас очень странно. Хоть Ленин стоял, пока мы не причастывали, а потом вернули его на стену. Я слышал, кстати, историю. Одна сестра, она тоже служила в России, и тоже, по-моему, в 90-91 году она стала писательницей. И вот недавно умерла от рака, по-моему. По-моему, Холбрук фамилия у нее. Неважно. Она говорила о том, что они также убирали портрет Ленина, и ставили портрет Иисуса Христа. Наверное, я просто помню, что мы сняли. Но она говорила, очень интересную вещь сказала. Она сказала, что мы не могли просто забрать что-то у них и ничего не дать взамен. Да, что мы вот эту пустоту, которая у них образовывалась, когда они отказывались от своей прежней жизни, да, Иисус Христос заполнял эту пустоту. И это самое лучшее, что только может быть у человека, который отказывается от чего-либо. И может быть не какая-то идеология, но может быть какие-то там зависимости, вредные привычки или что угодно. Иисус Христос, когда приходит в твою жизнь, у тебя нет этой пустоты. Он как бы заполняет вот эту пустоту, которая образовалась, когда ты от чего-то отказался. Да. И у тебя есть смысл от этого отказываться, потому что ты знаешь, что там не будет пусто, твоей душе будет место. Скорее всего, нам тоже было Христос, но я не помню. Я просто помню, я видела, что там Ленин лежал. Правильно. Это, наверное, после нас они выдумали, что надо ставить что-то. Да, мне кажется, она в 91-м служила. Как раз когда ты уехала. Но она не в Питере служила, она служила в Самаре, по-моему. В Самаре. Они даже открыли. Да. Интересно. Хотел еще спросить, ты говорила, что ты приезжала в Советский Союз до того, как поехал на миссию студентом. 2 раза. 2 раза. А потом ты приехала
как миссионер, как Еще сестра. Советский Союз был. Да, еще Советский. Ты чувствовала разницу вот в этом Я- твоем представлении? Вы знаете, я просто помню, когда студентом, мне 17 лет был первый раз. То, что я помню, это было свет. Вернее, отсутствие света. Я помню, все было черным, все было... я помню маленькие машины, как они из хлопок или из cereal box or something, маленькие такие. Я просто помню, люди ходили так, смотрели, не улыбаясь. Хотя такие счастливые люди, вот русские, просто много смеются, много то самое, не надо быть пьяных, да, чтобы этим... Они просто такие люди. Но когда я был студентом, я это не видела, ничего не заметила. Потом, когда студентом, как в университете, когда я вступила на 3 месяца, у меня были друзья русские, я смогла в гостях, хотя это еще секретно было. Нам было запрещено. Там была туристическая зона вокруг гостиницы. И мы русские не смогли даже прийти в гостиницу, да, в эту зону. Но мы познакомились, подружились, и это было, для меня это было какое-то откровенно. Быть дома, тапочки мне дали, а потом сказали, нет, домой, взяли тапки. Вот такие люди, просто... Я это не заметила сначала, а потом, как на миссии служила, и меня вынужден было быть более скромненькие, более... Быть частью общества, наверное. Надо было держать на Евангелии даже больше. Потому что мы чувствуем себя часто вот одинокие. Как, что мы делаем в России, никого нас... Все хотят нас слышать, но это сложно здесь жить. Да. Но работа была хорошая. То есть, как сказать, что как в Финляндию я смогла бы все, что хотела. Дайм на улице, пожалуйста, дайм-бар, я могу купить на киоске и так далее. А вот когда в России, и мы видели, я помню, было в киоске капусте везде, там было M&M's. Что? Кто-то принес из Германии, что ли? А мы стали в очередь, что а мы хотим. Люди не знали, что такое. Кто-то взял... вместе капуста, вот такие киоски. А мы с напарницей вот купили вот и наверное, на неделю держали Ели вот это. по Да, одной, по одному. Потому что не было такого вообще. Ну, короче, это был хороший опыт. Жить и так, и так. Хотя это было бы лучше, если в Финляндии нам было более успешно именно по работе миссионерами. Я не знаю, вы служили на миссии в Финляндии, вы, наверное, понимаете хоть немножко, как это, сколько здесь крещений в каждой миссионеров, не знаю. Да, это было очень сложно, да, найти людей. Мы очень много стучались, тысячи дверей, и всех примерно одинаковый ответ. Да. Нет, спасибо. Спасибо. Но они очень милые. Да, конечно, они нет. никогда не будут на тебя кричать, никогда не будут тебя обзывать. Но Иди иногда домой. они откроют дверь без одежды. Вот это не было проблем в России, а в Финляндии, пожалуйста. Да, такая есть проблема. Мы в саунд, пожалуйста. Зачем ты дверь туда открыл? Да, это точно. смешно. Да, и получается, ты заметила вот эту разницу. Я почему спросил? Потому что, мне кажется, когда ты проповедуешь Евангелие, ты начинаешь ценить людей больше, потому что ты искренне хочешь дать им что-то, чего у них нет, хочешь благословить их жизнь. Ты знаешь, что Евангелие, оно благословит их жизнь, и поэтому ты как бы учишься их любить, учишься их ценить. И почему все миссионеры любят свою миссию обычно? Да, говорят, да. Но вы знаете, я думаю, что разница, когда я был студентом, вот и сначала, и второй раз, у меня не было призвания. Я, конечно, могу быть примером, что-то пиво, вот мне так, водку, мне вот... Не потому, что это было слово мудрости, мне так просто не нравится. А потом, после нескольких месяцев, я ему сказала, что вы знаете, что я не пью, это часть моей веры, должно быть чистым вот телом и так далее. Когда на миссию, я смогла в первую очередь говорить, что вы знаете, что такое. Есть Евангелие, есть слово мудрости, есть вот так. И мне было сил, которой не было, когда я просто... Хотя люди, конечно, миссионеры могут быть
даже просто человек, а не призван как миссионер. Да. Ну, вот эта разница была, потому что не было еще поддержка от Святого Духа, от Бога, от Иисуса Христа, и мне просто было сильнее, я была сильнее в этом, like, mantle, I don't know how to say that. Ну, мантия. Ну, это было призвание. Это было... Да, вместе с призванием приходит и сила от Бога, что Он часто вкладывает слова, которые ты сам не знаешь и не можешь сказать. Я часто чувствовал на миссии, что особенно с иностранным языком, ты понимаешь, что я не могу, я не мог это сказать, как я это сказал. И все логически как-то выстраивается таким образом, что ты говоришь человеку то, что ему нужно знать, и то, что ему нужно слышать. И он такой сидит, глаза вот так вот открывает и смотрит вы знаете, на тебя. Откуда ты знаешь? Я очень рада, что у меня была такая возможность служить в Финляндию, потому что финский не был мой язык с первых, и не второй, а третий. И я тоже такой, что вы поняли меня, что ли? Ну как же так? Я же, да. Когда я в России, я уже владела, я уже смогла говорить по-русски, это было легче, но нам нужно было с самого момента, у нас не было trainer and greenie, мы должны были все говорить по-русски сначала. И поэтому это было другое дело. Но когда в Финляндии люди меня поняли или чувствовали Святого Духа, даже когда я не смогла говорить правильно по-фински, это было что-то. И это было на самом деле от Бога, а не от нас. Да, это здорово. Как миссия благословляет твою жизнь сейчас? То, что ты служил на миссии? Я думаю, что поскольку это была такая миссия и в Финляндии, и в России, у меня есть возможность часто вспомнить и рассказать людям. Не то, что это плохо служит, может быть, в Феникс, Аризона, откуда я. Просто для меня это дало особые возможности, что не забыть и постоянно вспомнить, что было хорошо в этом. И поэтому я была очень благодарна, потому что когда люди знают, что вы так, вы первый, я не первый, я второй, я не первый, я третий на самом деле. Но это я вспомню, что хорошо в этом было, и как мне повезло, и как это изменило свою жизнь вообще. Как я решила, когда мне было 14 лет, хочу или испанским, или русским языком заниматься. Кто хочет русским языком, вообще было другие буквы, назад и так далее. ХХГ, не знала. Ну, почему-то... Как финны говорят, в русском языке есть 7 букв «С». А у них вся азбука. Гласные. И все. И побольше. И 2 раза. Да, это... Не знаю, для меня это крепляет, когда вы спрашиваете меня вот такие вопросы, это очень помогает мне думать даже глубже. И да, это на самом деле хорошо. Это на самом деле это важно в моей жизни. Вот так вот. Да, я спросил тоже, потому что говорят, что есть жизнь до миссии, и есть жизнь после миссии. И после миссии ты уже не такой человек, как ты был до того, как ты поехал. Потому что Бог, Он, если, как тут написано в Священных Писаниях, что если вы будете трудиться всю свою жизнь и приведете ко мне хотя бы одну душу, как велика будет радость с ней в Царстве Отца Моего. И, возможно, эта душа будет наша собственная душа. Вот именно. И ты чувствуешь, что ты на миссии стала ближе к Богу, что ты узнала Спасителя, что ты узнала, как взаимодействовать с Ним, как выстраивать взаимоотношения с Богом. На миссии. Или ты встал на этот путь? Это так интересно, поскольку у меня почти 2 совершенно разные миссии. И поэтому я очень благодарна. Я не знала, как трудно было в Финляндии преподавать Евангелие, пока я не переехала в Россию и видела, как это легко было. Люди хотели креститься вот даже того, как никакие беседы не слышали вообще. И это было
по очереди надо было, очереди, ну, мы встретимся, давай, мы встретимся. И того времени это было целый город. Нам нужно было от этого до этого конечная станция. И 2 часа вот ехать, потому что так мало было миссионеров в то время. Мы были очень заняты. Мы были очень заняты. И не знаю, это... Я благодарна, потому что это изменило свою жизнь вообще. Хотя я уже занималась русским языком до миссии, мне было такое ощущение к России, это изменилось. И я видела, как люди на самом деле хорошие. И вот я не знала, что это было страшно ехать в Советский Союз. Моих родителей позволяли мне ехать, даже не 17 лет было вообще, а еще студентом было. А я не поняла, что это было страшно. Это было Советский Союз. Как тебя вообще родители я никогда отпустили? не ощущала такой страшный Советский Союз. Хотя даже было серии коричневые и черные. И все это самое было. Все равно мне повезло очень. И если я могу просто быть такой человек, который может объяснить другим людям. Да, сейчас ситуация такая, что Россия... А я всегда... Правительство — это одно. А люди, культура, а что-то происходит — это другое. Я могу делать разделение. Это может быть мое призвание продолжать. Сказать, вы знаете, на самом деле люди хорошие, и вот эта ситуация плохая. Не знаю. Да. Что ты думаешь о коммунизме? Сказал, никакие такие вопросы. Я всегда думаю о человеке сам. И я поняла, что они даже не достигли, не совершали коммунизма, даже во время Советского Союза. Да, когда Советский Союз был прям вот на грани, в своем пике, все равно люди даже близко не подошли к коммунизму. То, что важно, когда я прочитала вот то, что писал вот Дэвид О. Маккей, это было тоже другое время. Да. Совершенно. Холодная война была. И не то, что холодное, но в середине этого. Это было в 60-х, не знаю, в каком году. То, что они совершили и не совершили, важно, это выбор. Это у людей есть свобода выбора. Да. Если это вы должны и вы будете, тогда нет вопросов. Мы тоже для церкви, мы должны тоже помочь другим. Мы должны отдать своих личного, да, мы должны это сделать. Но никого не говорят, что вы вынужден, все, без вопросов. Как коммунизма. Все, мы едем на субботник, да? А все, вы будете волонтером. Это не значит волонтер. Это не добровольцев. Это другое дело совершенно. Добровольно-принудительно. Вот. Это когда мы пытались объяснить, старались объяснить, что такое добровольцев, что вы хотите нам помочь, что такое? Потому что разница между они вынужден было, нет вопросов. Да. Если тебе сказали, надо делать. Свобода выбора, и мне кажется, это самое главное. Не знаю. Да, интересно, что несмотря на то, что в Советском Союзе не было свободы выбора, вроде как, у них все равно была свобода выбора. И невозможно отобрать у нас свободу выбора. Сатана пытается сколько уже тысячелетий отобрать у нас ее, и не получается. Потому что это самый главный дар, который дал нам Небесный Отец, и Он сделает все, чтобы ее защитить. И получается, что люди в Советском Союзе, которые жили, у которых забрали религию, у которых забрали Бога, они больше всего хотели его обратно. Они больше всего хотели узнать о нем. Я знаю историю, когда люди готовы были жизнью рисковать, лишь бы просто узнать, что такое Библия, да, почитать ее, чтобы узнать о Боге чуть больше. Они не боялись, что их сошлют куда-нибудь в Сибирь или лишат их каких-то еще привилегий. Да, они шли на эти риски, лишь бы узнать Бога. И я думаю, что в каких бы обстоятельствах мы ни были, свобода выбора, она прорвется все равно наружу. Да. Меня вот сейчас я встретил одного молодого человека, который смотрел наши подкасты про миссионерскую работу и сказал, что он почувствовал, что ему надо ехать на миссию. До этого он не хотел. Я знаю, что у слова есть сила, что в книге Мормона написано, да, что они знали, что сила слова
влияет на людей гораздо больше, чем какие-либо другие методы, которые они использовали. На миссии ты, когда проповедуешь Евангелие, ты используешь этот инструмент, силу слова. Да? Ты используешь возможность делиться с людьми словом Бога. И самый главный инструмент миссионера — это книга Мормона. Есть ли у тебя свидетельство о книге Мормона? Можешь рассказать, поделиться своим свидетельством? Да. Я думаю, что я сказала, что мне так было в последнее время читать книгу Мормона, и мы как-то... Ой, сколько раз я уже читала. Вот все хотят, чтобы мы читали книгу Мормона. А все хотели в нашем приходе, говорят, мы начнем, мы читаем. Как-то не хочу, но ой, такой я плохой член церкви, не хочу. Не то, что она неверна и так далее. Я люблю книгу Мормона даже. Но почему-то что-то потерялось мне. Вот, хотя, вот когда я слышала подкаст, вы начали, как сказал, вот вы читали по-русски. И поскольку это не мой первый язык, это второй или третий, не помню. Это второй. Мне придется слышать более внимательно. И это помогает мне, поскольку я все понимаю, какой-то вроде бы до сих пор, тем более книгу Мормона мы читали по-русски, это, те слова мы знаем, я чувствую себя лучше, спокойно. И я смогла даже слышать, я даже не читаю вместе, а просто слышит. Это помогло. И когда я была в приходе, даже, как сказала, у нас есть в Солт-Лейк-Сити русскоговорящих приходе и с украинцами, с русскими, из Кыргызстана и так далее людей, разные люди. И когда я видела, как они смогли петь песни вместе, молиться вместе, несмотря на то, что сейчас происходит там-то, это укрепляет сильно свое свидетельство. И дало мне немножко гордость знать, что это была привилегия быть там сначала. Вот эти люди не смогла бы ничего, они не были бы здесь на предчастное собрание, если Бог не мягчал, made it soften the hearts. Не смягчил бы сердца. Да, вот важных людей, которые должны были дать нам возможность быть миссионерами, хотя, может быть, сначала не миссионерами были, чтобы церкви смогли быть официальными в России и так далее. Даже много пазлов сложилось для того, чтобы люди, миссионеры, могли приехать в Россию, проповедовать Евангелие. И могу сказать, что в последнее время просто мне стало и крепче связано с Россией. Именно. И быть здесь в храме вот первый раз. Конечно, я плакала, но я люблю плакать. Ты раньше не была? Не раньше, это был первый раз. И я думаю, что это было немножко более... Тем более я слышала по-русски сессию и по-английски некоторых. Но когда я видела, это было такое финское чувство, когда вокруг много финнов не хотят слышать ничего. Это немножко даже укрепляло мое мнение. Что, на самом деле, я сидела рядом с девушкой из Финляндии, мы немножко, кто вы, как это самое. И я думала, да, на самом деле финны очень такие сильные люди, верующие люди. И, конечно, мы не считаем, сколько там крещения. И для миссионеров, к сожалению, это становится важным. И для миссионеров Финляндии нельзя считать, потому что 1-2 вам повезло. Но я думаю, что для финнов, для миссионеров Финляндии, это очень важно для них служить в Финляндию. Не считая, сколько там будет крещения. Потому что это изменило свою жизнь вообще в Финляндии. Не то, что я люблю Карелиан пираки, но просто понять, что служить на миссию это не важно, сколько там. Конечно, это важно им, чтобы они стали членами церкви, но иногда для тех местах, где это очень сложно служить, это не Латинская Америка или в некоторых даже местах в Америке легче, намного.
Но это и для них, это и для нас, как миссионерами. Мы не знаем это до того, мне кажется. И в России был наоборот. Да, на каждом углу, все хотят крещения, да-да-да. Ну, тоже опыт. Тоже опыт, да. Расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего запомнилось с твоей миссии? Чтобы вот ты, когда тебя спрашивают, ты говоришь, тебя спрашивают, а где ты служила? И вот что первое приходит тебе всегда первое — это как я люблю Финляндию. Это всегда первое. Хотя, поскольку я занималась русским языком в университете, и закончила на факультете, и работала там, и так далее, и продолжала работать, я как бы люблю, кажется, что я люблю Россию больше. Но в Финляндии было... я думаю, что поскольку, когда я переехала то это было 8 месяцев, я служила в Финляндию, и я смогла, как я думала в моем голове, что я хорошо говорю по-фински, и мне было приятно, я смогла продлиться свое свидетельство на собрании, и иногда мы даже перевели с финского на русского, когда люди пришли из России, и я сидела там и перевела. А я думаю, что это не было я на самом деле, но Финляндия всегда стала как для меня очень важной точкой. Это важно, не важно, где вы будете служить. Я не поняла, когда говорят люди, что это очень сложно, там люди не хотят вас слышать. Вообще они думают, что идти в церковь, это значит на Рождество и все, и так далее. Может быть, на Пасху и так далее. А я говорю, что на самом деле это укрепило свое свидетельство, поскольку это было сложно. Не имеет много крещений, не имеет много слушателей, но члены были вообще крепко. И это мне очень помогло. Yeah. Но когда я думала в Россию, это совершенно другое дело, потому что мне пришлось много делать с самого начала. Плюс у тебя еще тетя финка. Финка-тетя, да. Она из Оулу. И поэтому конечно, я знала, где правильно живет Йолупуки. Из детства я уже знала. И пула, это было как бы любимый хлеб Сима. Ну как же так? Поэтому мне было, это как знакомая была. Финляндия была знакомая. Ну да. Это поэтому... миссия это изменила свою жизнь. Потому что я думаю, что после миссии я решила заниматься русским языком полностью после миссии. А потом я работала в компании 6 лет. Они открыли много разных что хотел сказать? Офисов. Просто офисов. И в Питере, и в Москве, и в Израиле, и в разных местах. А чем компания занималась? Это было New Ways называлось. Это было, как называется, это мыло и крем. Косметика. И это было того время, когда все началось New Skin, New Ways, все таких. Но, к счастью, они открылись в Россию, и им нужно было русскоговорящих людей. И поэтому я нашла работу сразу же. А потом Олимпиады были в Юте. Эй, русскоговорящих. У меня есть опыт работать с другими людьми из разных стран. Я не боюсь. Давай. И потом еще Олимпиады были, и переехала туда. И еще работа была. И поэтому это, конечно, изменило свою жизнь. Говорить хорошо по-русски, а неплохо по-русски. Но я всегда хотела вернуться в Финляндию. Это было начало своей миссии, самая сложная часть, мне кажется. Язык, конечно, было сложно. Но сейчас я плохо говорю по-фински, но я хоть говорю, и я стараюсь неплохо говорить. А что тебе нравится в Финляндии? Кроме пулок, да? Пула — это булочка. Это булочка. Но булочка с этим, как называется по-русски? Кардамон. Кардамон, да. Кардамон. Это... Они везде его добавляют. Они везде добавляют кардамон. Во все десерты. К счастью. Я люблю природу в Финляндии. Хотя это ближе, когда я за город, как Питер и так далее, где Левашова у меня друзья, в других местах, Выборг, можно сказать. Другая природа. Другая.
камни здесь, да? Они Камни, живут да. как бы здесь дерево, а здесь камень, ведь растет дерево прямо из камня, да, я не Да. понимаю. А озеро везде, и Озера. реки, вообще. А вот то, что природа мне очень приятная. И, конечно, Маримекко, ну, сколько сказать. Хотя очень Маримекко — дорого. это финская фирма, Это- которая шьет одежду, сумки. И даже некрасивые особенно, да? Ну, у нее свой почему-то- вкус, специфическая такая. Не знаю. Ну, это тоже моя тетя. Благодаря у нее Ты ее узнал. дома было вот такие унико, да, красивые. Ты знаешь, что я еще хотел тебе сказать? У нас на работе есть две финки, и одна из них придумала такую интересную вещь. Она взяла кружки из муми. Yeah. Муми. Yes, Это муми-тролли. И Не то мумитроль, который поет. другой, России. да. Муми. Это старая. Видишь, Мумилакс. какая старая. Мумилакс. Yeah. И она дарит кружки, Да. выбирает определенного героя из этого мультфильма, да, yeah. и дарит тебе эту кружку и рассказывает, почему ты Ага. похож на этого И у героя. них разные, много разных. Да, много. И интересно, что нашелся герой для каждого члена нашей команды. У нас Вау. там 7 человек, Ага. и каждому нашелся свой герой. И это очень интересно, что... А свой герой был кто? Мой герой? Я не помню, как по-фински, он с такой шляпой. У него... Я знаю. Снурфкин. Да. Снурфкин. По-русски, по-моему... Не знаю. Это они... Снус-мумрик. Или как-то так. Ну, какое-то странное название. Я даже по-русски не знаю, как Он называется. любит природу, он живет там в любит- палатке. Да. Это то, что я тоже Да, люблю. я что- люблю зелень. Мне кажется, потому что я выросла в пустыне. Мгм. И вот после Юта и университета Бригама Янга, где я училась, когда в России или в Финляндии, и природа Деревья ведь. везде. Это классно. Да, это большая разница. Да. Хорошо. В конце я хотел бы поблагодарить тебя за то, что ты пришла на подкаст. Хотел бы ты поделиться, ну, или рассказать что-то тем, кто собирается на миссию, и еще, может быть, не решил, ехать или не ехать. Как бы ты вдохновила молодых ребят, ну или взрослых уже Да, пар, которые размышляют, ехать или нет. Как бы ты вдохновила их поехать на миссию? Что бы ты им сказал? Да, это хороший вопрос. Это тоже хороший вопрос, когда я думаю, что я ближе к тем, которые служат как постарше, миссионеров, чем младше. Но у меня не боится. И даже если вы едете в Феникс, Аризона, служить на миссию, это важно. Потому что Я думаю, Вы если просто не русские знаете. поедут в Феникс, Аризоне, будут очень счастливы. это было очень счастливо, пока это 45-50 градусов. Тогда Цельсиус, тогда несчастливы будут. Нет, я думаю, что, конечно, это может быть круто, да. Я служил в России. Я понимаю, что это дает какое-то повышение в каких-то глазах, что это тот. Но поэтому у меня очень большая привилегия и большая what's the responsibility? Ответственность, да. Ответственность. Если вы думаете, что куда вы едете, это будет круто, это может быть плохой. Надо думать о других, надо думать подробнее, зачем хочу я служить на миссию. Я думаю, что я не хотела, как я сказала, вообще далеко от всех мыслей. Не хотела. А я помню, что я сидела на скамейке и говорила, я еду на миссию. А я даже звонила маме и говорила, я вообще не думала, не говорила ни одно слово об этом. Вообще не хотела. Но хорошо, что я ждала год. Мне 22 было. Потому что когда я приехала на миссию, тогда открыла Россию, открыл Советский Союз. Если мне был 21, ты бы полностью я была бы в Финляндии, все бы замечательно. Я была бы очень хорошо говорить по-фински. Но так и должно быть. И поэтому надо быть послушным Святой Дух. И не ждать 30 лет, пока вы говорите так долго по-русски на подкасте. Да. Хорошо, хоть
кое-что помню. Ты очень хорошо помнишь. Я не был в Финляндии 10 лет примерно, и потом мы переехали сюда. И было очень трудно действительно вспомнить опять финский язык. Тем более в 11 часов. Я помню, в магазине мы спрашивали что-то там про... диван хотели купить домой. И я спрашивал цену. И он говорил: «Нелия юси». И я такой: я не понимаю, что это значит. Что значит 400? И потом вот это вот юси, это что такое? А потом до меня дошло, это Yhdeksän. 9. 410. Те слова очень длинные, пока вы говорите по-фински, а потом уменьшили, меньше, ничего не понимаете. Да. И почему-то на миссии у меня не было вот этого, вот сокращенных версий вот этих цифр. Я вообще не помню. Да, так здорово, что на миссии есть возможность иногда учить другой язык, узнавать другую культуру. Не всегда это получается, да. Иногда ты должен свою культуру лучше узнать, да. И людей в своей стране лучше узнать. Но я могу сказать, что другой язык это не совсем важно, потому что, например, у меня моя сестра, она живет в Луизиане. Когда я туда еду в гостях, ничего не понимаю. Ничего. Даже сестра говорит: что ты говоришь? Это совсем другая культура. И если, например, я был из Аризоны до Детройт, Мичиган или кто-то, вообще другая культура. И вы должны думать о том, как вот так. Мне кажется, что любое место вы будете учить, вы будете как преподавать, вы будете даже больше сам изучать от этих людей. Ну и плюс каждый человек — это как отдельная страна, отдельная культура, целый мир. И ты, получается, будешь узнавать новых людей и будешь открывать для себя новый мир. Тем более ваши напарники. Напарники. О, да. С ними тоже. У вас сейчас опыт, как жить с кем-то, который, может быть, вы не любите. И это хорошо. И никуда не деться от человека. Никуда. 24/7. Всегда вы с человеком. Да, это очень хорошее. Это хороший. Даже в браке ты столько не находишься с человеком. Чем на миссии, да. Ты как бы: до свидания, я пошел гулять. А на миссии: я с тобой. Это точно. Да, это забавно. Ладно, спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Спасибо. Если, может быть, какие-то еще дополнительные у тебя мысли возникли, ты хочешь что-то рассказать, поделиться? Нет, я просто благодарна за эту возможность и за то, что для тебя это очень важно говорить, тем более на русском языке, как помочь другим, может быть, думать о других, думать о том, что, может быть, мне служить на миссию важно и так далее. Вот. Нам нужно больше таких людей, поэтому спасибо тебе. Спасибо. Да, спасибо тебе тоже. И вот ты сказала, что мне очень понравилась эта мысль, что когда мы думаем о миссии, что нужно мне ехать, не нужно мне ехать, а ведь можно подумать о том, а кому я нужен там. Может быть, действительно, я кому-то могу благословить чью-то жизнь, и Бог может использовать мои таланты, которые Он мне дал, чтобы благословить чью-то жизнь. И вот как ты сказала, когда ты была в приходе, там в Солт-Лейк-Сити, ты видела этих людей, которые были там, и кто-то, возможно, был благодаря тебе, и ты даже об этом не знаешь. И так приятно осознавать, что Бог использовал тебя, твои таланты, чтобы благословить чью-то жизнь. И интересно, что я встретил одного человека в храме. Он прошел вот так вот мимо моего офиса, где я там сижу. И я такой: мне кажется, я знаю этого человека. И потом пошел и нашел его, и он меня не узнал. Но я обучал этого человека на миссии. Вау. И мы нашли его с моим напарником, постучались ему в дверь. Он такой был большой дядька. И у него были проблемы с курением. Он все время курил. И мы обучали буквально его несколько раз. И я потом уехал в другой город. Вау. И я не знал больше, что с ним случилось. И представляешь, через 13-14 лет я вижу его в храме. Удивительно. И какая у меня была большая радость, когда
Я нашел фотографию вместе с ним, и я увидел его там, и показал ему фотографию, говорю, помнишь меня? И он вспомнил. Ну, как вы знаете, это может быть не сейчас. Да. Это может быть через несколько много лет. Да. А может быть, даже не в этой жизни. Даже не в этой жизни. Но это, конечно, приятно думать о том, что все равно мне важно вот работать, поговорить с этим человеком, кто знает. Но на самом деле это правда. И вы будете, если единственный человек вы помогаете, это себя, это уже очень это большое. тоже что-то, да. Да. Это точно. Евангелие истина. Я верю всем своим сердцем, если вы сомневаетесь, ехать или не ехать на миссию, обязательно едьте на миссию. Миссия изменит вашу жизнь. Спасибо, Эми, за то, что ты пришла на подкаст и поделилась своим свидетельством, своей историей. Я извиняюсь сейчас за... Да, это на самом деле 11 часов вечера. Я перестала работать где-то в 10 часов моих язык, поэтому... Ты очень хорошо. Я извиняюсь. Не надо извиняться. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Всем увидимся. Пока-пока. Все, пока-пока.